Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Всем большой привет, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я буду вязать вот такую салфетку крючком. Скажу сразу то, что мои видео не предназначены для мастеров, которые только начали вязать. Если же вы все-таки начинающий мастер, то я предлагаю вам посмотреть мои уроки вязания крючком, потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. И еще момент. Есть люди, которые мне пишут, что я вяжу слишком быстро. Есть те, кто пишет, что я вяжу слишком медленно и невозможно вязать, так как это кажется очень дотошным, как будто я объясняю детям 3 лет. Под всех и каждого, к сожалению, я подстроиться не могу, объясняю в нормальном человеческом темпе. Именно поэтому в YouTube есть такая кнопка, которая позволяет увеличивать или уменьшать скорость воспроизведения видео. Прямо на самом экране вы можете найти кнопку в виде шестеренки. Вы на нее нажимаете, и там вы можете изменять как качество видео, так скорость его воспроизведения, побыстрее или помедленнее. А теперь по делу. Эту салфетку я вязал по схеме, взятой из интернета. После этого начального момента я приложу схему прямо здесь в самом видео, вы можете нажать на паузу и посмотреть. Также эту схему я выложу у себя в Instagram, по ссылке в описании к этому видео вы можете перейти и сохранить себе эту схему. Можете вязать эту салфетку по самой схеме, по оригинальной, либо вы можете оставаться со мной и вязать по видео, чтобы у вас получился точно такой же результат. Повторюсь, салфетка связана с моими доработками. Я лишь опирался на схему, а результат — это уже мое вдохновение. Вот такой пряжей я вязал эту салфетку. Это бразильская марка, потому что я здесь живу. В странах СНГ, России, Украине, Казахстане вы такую пряжу не найдете. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей, главное, чтобы это был 100% хлопок, обычный или мерсеризованный, потому что хлопок лучше держит форму салфетки после блокировки. Но чтобы вы примерно опирались, какой толщины пряжу вам выбрать, вот я вам показываю в моем мотке 500 метров, 147,5 граммов, и рекомендуемый крючок под эту пряжу 1,75 мм. Но я решил вязать крючком 2 мм, потому что эта пряжа не самая тонкая, и под крючок 2 мм она великолепно подходит. Хотя обычно я вяжу эту пряжу крючком 1,75 мм. Вот от целого такого мотка у меня вот что осталось. То есть вот такой кусочек. Точно сколько у меня осталось, я даже не могу вам сказать. К сожалению, у меня нет весов, и взвесить и посчитать я не могу. Ну, просто на глаз вы можете посмотреть. Это целый моток пряжи, то есть внутри там нет никакой бумажной втулки. То есть до 150 грамм вы, конечно же, влезете. Еще даже останется. Но если вы будете вязать пряжей потоньше, то, естественно, и расход будет меньше, чем у меня. Диаметр салфетки у меня получился почти 46 сантиметров, то есть салфетка большая. Количество рядов у меня получилось 43, хотя по оригинальной схеме в этой салфетке всего 33 ряда. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что по этой салфетке я в принципе все рассказал. Если вдруг у вас будут возникать какие-то вопросы, вы обязательно пишите мне их в комментариях. Я всем обязательно постараюсь помочь. Поставьте этому видео лайк и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. А я тем временем буду искать новые красивые схемы, делать из простых вот такие красивые рельефные салфетки и обязательно буду делиться вместе с вами. А теперь я желаю всем приятного просмотра. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и скрещиваю. Сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытаскиваем. Вот у нас здесь образуется петля. И теперь в эту петлю мы цепляем рабочую нить и протягиваем. Аккуратно я вытаскиваю пальцы и придерживаю, чтобы у меня все это дело не развалилось. Протягиваем петельку, все, и затягиваем. Вот у нас получилось кольцо. Еще раз показываю. Берем нить, кладем на палец, скрещиваем, сзади придерживаем. Под первую нить вставляем крючок, цепляем вторую, у нас вот она петля, и в эту петлю цепляем рабочую нить, аккуратно вытаскиваем пальцы, придерживаем и протягиваем нашу нить, затягиваем. Вот у нас получилось кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Я выполняю 2 воздушные петли подъема, они нам заменяют первый столбик с одним накидом. И теперь в это кольцо мы провязываем еще 15 столбиков с одним накидом. Накид, в кольцо вставляем крючок, цепляем нить, у нас 3 петли на крючке, провязываем сначала 2,
потом 2, столбик с накидом, опять накид, в кольцо, столбик с одним накидом, накид, в кольцо, столбик с одним накидом. И таким образом продолжаем вязать наш этот первый ряд до конца. В кольцо провязываем 15 столбиков с одним накидом и плюс 2 воздушные петли подъема, которые мы сделали. У нас в итоге получается 16 столбиков с одним накидом. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот мы провязали в наше кольцо 16 столбиков с одним накидом, включая воздушные петли, то есть воздушные петли подъема и 15 столбиков. Вот я с вами вместе считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 столбиков с одним накидом. Теперь вот этот хвостик, который у нас там торчит от нашего кольца, мы за него аккуратно тянем и затягиваем наше кольцо, закрываем его, то есть замыкаем наши столбики все в круг. Слишком сильно не тяните, чтобы случайно не оборвать нить вот эту. Теперь вот этот кусочек я кладу сверху нашей рабочей нити, чтобы его сейчас замкнуть. Вставляем крючок во вторую воздушную петлю подъема, цепляем рабочую нить и протягиваем соединительную петлю. Вот так. Таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Во втором ряду нам нужно будет провязать вокруг каждого столбика по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. И между всеми столбиками у нас будет по одной воздушной петле. Я делаю одну воздушную петлю. Вот этот хвостик пусть пока болтается. Если что, можно его еще чуть-чуть даже подтянуть. Потом, когда мы побольше уже свяжем, можно будет его спрятать сзади между петлями. Я сделал одну воздушную петлю подъема, накид. И вокруг первого столбика, в нашем случае это воздушные петли подъема, я вставляю крючок за сам столбик, за сами воздушные петли, то есть не в вершину, а прям за сами воздушные петли подъема предыдущего ряда. Цепляем петлю, вытаскиваем, вот у нас 3 петли на крючке, и теперь провязываем как обычный столбик с одним накидом. Сначала 2 петли, потом 2. То есть мы провязали столбик с одним накидом, но не в вершину, а вокруг самого столбика. И у нас получился рельефный лицевой столбик с одним накидом. И такие столбики мы будем вязать вокруг каждого столбика. Одна воздушная, накид, и вокруг следующего рельефный лицевой с одним накидом. Одна воздушная, накид, рельефный лицевой с одним накидом. Одна воздушная, накид, рельефный лицевой с одним накидом. И так провязываем ряд до конца. Вокруг каждого столбика провязываем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. И между всеми столбиками одна воздушная петля. Вот что у нас получается. Таким образом вяжем ряд до конца. Провязали второй ряд до конца, выполнили вокруг каждого столбика рельефный лицевой столбик с одним накидом, везде по одной воздушной петле. Также я выполнил вот вокруг последнего. Теперь также одна воздушная петля. И вот самый первый столбик, в его вершину мы просто соединяемся соединительной петлей. Вот так. Все, таким образом второй ряд завершен. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем одна воздушная петля подъема, накид. И вокруг этого же первого столбика выполняем также рельефный лицевой столбик с одним накидом. В этом ряду будем также провязывать вокруг каждого столбика по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. И теперь у нас будет между столбиками 2 воздушные. Раз, два, накид. И вокруг следующего столбика уже вяжем рельефный лицевой. Опять раз, два, накид, рельефный лицевой. Все, таким образом вяжем ряд до конца по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом и по 2 воздушные петли между всеми столбиками. Провязали третий ряд до конца, выполнили все наши столбики по одному и 2 воздушные между столбиками. Также в конце я тоже выполнил 2 воздушные петли. И теперь также с самым первым столбиком просто в вершину я соединяюсь соединительной петлей.
Таким образом, наш третий ряд завершен. Теперь приступаем к четвертому ряду. В этом ряду будем делать прибавки вокруг каждого столбика. То есть вокруг каждого столбика будем провязывать по 2 столбика рельефных лицевых точно так же. И 2 воздушные петли у нас остаются. Итак, 1 воздушная петля подъема, накид. И вокруг этого же первого столбика выполняем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Первый накид и второй сюда же, вокруг этого же столбика. 2 воздушные, накид, вокруг следующего столбика провязываем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Две воздушные, 2 вокруг следующего. Таким образом провязываем ряд до конца. Вокруг каждого столбика выполняем по 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. И между всеми столбиками у нас, точнее не между всеми столбиками, а между группами этих столбиков у нас по 2 воздушные петли. Все вяжем таким образом ряд до конца. Провязали четвертый ряд до конца, выполнили вокруг каждого столбика по 2 столбика и везде по 2 воздушные петли между ними. Также в конце у меня 2 воздушные. И теперь с самым первым столбиком я просто соединяюсь соединительной петлей. Таким образом наш четвертый ряд завершен. И мы приступаем к пятому ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, накид. И вокруг этого первого столбика, у нас было 2, вокруг первого выполняем 1 рельефный лицевой столбик с одним накидом, накид. И вокруг следующего второго также 1 рельефный лицевой столбик с одним накидом. 2 воздушные, накид. И вокруг каждого из следующих 2 столбиков также выполняем по 1 рельефному лицевому столбику с одним накидом. То есть в этом ряду у нас прибавок нет, мы вяжем просто вокруг каждого столбика по столбику, и у нас остаются между этими группами столбиков по 2 воздушные петли. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца, просто выполняем по столбику вокруг каждого столбика и 2 петли между ними. Провязали пятый ряд до конца, выполнили по столбику вокруг каждого столбика, также 2 петли у нас между этими группами осталось. Также в конце я сделал 2 воздушные и просто с первым столбиком я соединился соединительной петлей. И не знаю, может быть будет у вас или не будет, мне кажется чуть-чуть, что есть такое ощущение, что она немножко вот так скручивается, то есть как будто бы здесь петель не хватает. Ну, по сути, вот мы руками распрямляем все, и все ровно. Вот я ее кладу на стол, все, она ровная. При том, что это мы сейчас провязали 5 рядов, а по схеме это только 2 ряда. Я еще уменьшал количество воздушных петель и не все прибавки делал. И то есть она ровная. Если бы я вязал по схеме, я не знаю, ее можно было бы, наверное, в 5 раз сложить. Так сильно она бы вся волнилась и фалдила. Я не люблю, когда салфетки так ведут себя в работе. Теперь приступаем к 6-му ряду. В этом ряду у нас будут прибавки вокруг каждого второго столбика. То есть у нас по 2 столбика было, и вокруг второго мы будем всегда вязать 2. Выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, и вокруг первого столбика из 2 выполняем 1 столбик. Вот так. Накид, второй столбик, мы вокруг него вяжем 2. Раз, накид, и вокруг него же такой же рельефный лицевой с одним накидом. Теперь у нас 3 столбика, было 2, теперь 3 в группе. И 2 воздушные у нас остается. Накид, у нас следующие 2 столбика. Вокруг первого мы вяжем 1, а вокруг второго мы вяжем 2. То есть ничего сложного. Мы вяжем вокруг первого столбика 1, а вокруг второго столбика вяжем 2. И между такими группами у нас получается из 3 столбиков у нас остается точнее 2 воздушные петли. Вот так. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали 6-й ряд до конца, выполнили по 3 столбика у нас теперь в группах, 2 воздушные петли также в конце. И с первым столбиком я просто соединился соединительной петлей. Теперь приступаем к 7-му ряду.
Выполняем 1 воздушная петля подъема, и в этом ряду мы будем повторять просто все наши столбики и 2 воздушные петли между ними. Я сделал 1 воздушную петлю подъема, накид, и вокруг первого столбика провязываем рельефно-лицевой с 1 накидом. Накид вокруг второго столбика, рельефно-лицевой с 1 накидом. Накид и вокруг третьего. То есть у нас как было 3 столбика в предыдущем ряду, так и в этом ряду тоже остается. 2 воздушные, накид, и вокруг каждого из следующих 3 столбиков провязываем по 1 рельефному лицевому столбику с 1 накидом. И между такими группами столбиков у нас также остается по 2 воздушные петли. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Просто повторяем все наши столбики и 2 воздушные петли между ними. Провязали 7-й ряд до конца, выполнили все наши столбики. У нас по 3 столбика и 2 петли между ними. И я просто соединился соединительной петлей с первым столбиком. Поставьте этому видео лайк, если нашли что-то для себя полезное или интересное, или как минимум это видео сделало вам настроение. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а также присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже и красиво, и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.